Всем приветики, друзья! Вот и новый день и очередной блог. Я уже почти выработал привычку их снимать. И, кстати, кто заметил, мои последние два видео были с субтитрами, в том числе и на английском языке. Я стараюсь для вас. Буду рад вашей обратной связи и вашим реакциям. Продолжаем. У нас здесь гусь. Мы разобрали на нем сцепление. Кто-то тут уже поставил неоригинальные диски. Мы подозреваем, что это произошло уже в мотосалоне в России. Для разборки сцепления и сборки по-хорошему требуется вот такой вот стопорный диск корзина сцепления. Мы уже очистили снятые запчасти и помыли их. Значит, крышка у нас почищена и помыта. Маслоотражающий экран тоже. Корзина тоже, но корзина сразу не отмылась. Здесь вот напрессованная феррадо от сгоревших дисков. Мы ее будем мыть еще раз. Также нужен стопор коленвала. Я его изготовил с помощью токарного станка. Вот, для того, чтобы можно было зафиксировать коленвал и затянуть это все с правильными моментами. Ну и также разобрать без ущерба. Для снятия крышки стягивается подвеска. Мы это делаем таким вот образом. Есть разные способы. Вот здесь у нас обслуживается 650-ка. Мы перебрали на ней помпу. Хочу вот что показать. Вот такая вот сопля из герметика тут на сливной пробке. Кто-то зачем-то, вообще не знаю зачем, взял и намазал сливную пробку герметиком. Будем это все вычищать, потому что герметик здесь совершенно не нужен. Самое непонятное, что я вообще не понимаю, зачем это сделали, потому что пробка в хорошем состоянии. Очень часто эти пробки срывают, там откручивают зубилами и так далее. Но здесь нет таких проблем. Поэтому это достаточно странно для меня. Ну, что ж поделать. Ничего такого. А мы продолжаем. У нас тут чистятся плоскости. К сожалению, мы пока не дождались запчастей. Но детали уже подготовлены, чтобы мы могли его быстро собрать. Я тут занялся сборкой 250-го мотора. У нас расточенный цилиндр, новый оригинальный ремонтный поршень, свежий коленвал со свежим шатуном, новые подшипники коленвала, притертые клапана, новые колпачки. Все чистенько и красивенько. Вот, собственно, не знаю пока за сколько этот мотор продавать, потому что 250-ка сама стоит недорого. Но собран он хорошо, из хороших запчастей. Как минимум я посчитаю себе стоимость всего нового, что здесь стоит. И как минимум коленвала. Коленвал пробежал около 3000 после перепрессовки шатуна. Тут оригинальный шатун стоит. Прямо моторчик отличный. Правда, еще масляный насос на него не нашел, но найду. У меня вроде был хороший специально для такого моторчика. Вот. Как бы мотор получится хороший. Вот. Значит, тут у нас следующая 650-ка на подъемнике. У нее вроде как небольшой пробег, типа 23 тысячи. Вот это, если я не ошибаюсь, резина должна быть заводская. Да, вот. 52-я неделя 2005 года. Человек его купил с минимальнейшим пробегом. Он был практически новый. И почти весь пробег там... типа в районе 18, что ли, он сам наездил. Тут вот мы видим, что кто-то керхером пытался мыть радиатор по месту, скорее всего. Иначе я даже не понимаю, как такие повреждения он мог получить. Вот, резину переднюю мы будем менять однозначно. Человек ее уже привез. Вот она у нас лежит. Вот. Но это не самое главное с ним. Мопед это клубный. Последние 2 года он стоял. Тут, кстати, тоже увеличенные резинки, смазанные не пойми чем. Кстати, свежие относительно колодки. А вот что у него скрипело. У него развалились подшипники, и он тормозным диском терся об скобу суппорта. Вот. Редуктор тут у нас без повреждений. Вот. Чего не скажешь о гребенке АБС. И не скажешь о датчике АБС. Он тут, кстати, протерт
Похоже, насквозь. Вот, а подшипники здесь стоят не родные. Человек сказал, что поменял их по незнанию и, видимо, просто некачественные поставил. Вот, с этой стороны у нас с подшипником беда. Диск тормозной, кстати, ну, надо померить еще относительно. Вот эта беда очень плохая. Никогда никому не рекомендую до этого доводить. При малейшем люфте всем сразу приговариваю подшипники. Сейчас мы будем это дело удалять и смотреть, в каком состоянии посадка. Вот тут вот катались шарики, наклепали. Вот. Короче говоря, все это нехорошо. Это чревато заменой колеса, а АБСных колес живых на разборках очень мало. Колесо стоит как минимум 10 тысяч рублей, и это хорошо, если оно будет в идеале за этот ценник. Ну, в общем, будем стараться привести этот мопед в порядок, чтобы он дальше ездил и радовался. Расскажу потом, чем закончилось. У нас есть мопед из Балашихи, который вроде бы ничего, но у владельца нет денег его нормально делать. Мы сделали программу минимум, помпу масла и фильтр вариатора, и он отправился деньги зарабатывать. Он на улице стоит, в выходные заберут. Надеюсь, что приведет в порядок, потому что часто такое бывает только на словах. Тут состояние получше. Думаю, каких-то глобальных вложений здесь не должно быть. Как-то так. Ну что, друзья, вот у нас обойма подшипника, она осталась на месте. Я нашел на складе другой подшипник, распилил внешнюю обойму. Сейчас мы отсюда достанем. Тут шарики в хорошем состоянии, внутренняя обойма тоже. Сейчас мы этот подшипник переберем, и он еще походит. Вот у меня, значит, обойма новая, а вот у меня шарики в хорошем состоянии. В России санкции, подшипники стало сложнее купить. Значит, главное, хорошая смазочка. Смазываем все, чтобы долго ходило. Вот, не слушайте сервисы, когда они вас разводят на замену подшипников. Всегда так вот делайте. Смотрите, раз шарик. Я его на смазочку прилепил. 2 шарик. 3 шарик. Конечно, кооператив Солнышко сейчас снимет видео, что подшипники можно перебирать, так же как ремни вариатора, но я их опережу, надеюсь. Оп, смотрите, а теперь мы шарики раздвигаем вот так вот, примерно одинаково их разводим. Все, осталось заклепать новую обойму. И, конечно же, я этой фигней заниматься не буду. Я надеюсь, все поняли, что это была шутка. И я это сделал просто для того, чтобы удалить обойму из колеса. Вот вам прикольный лайфхак. А что мы тут видим? Мы видим тут наклеп. Посадка вроде бы цела. Только вот этот вот наклеп нужно будет удалить, иначе мы не сможем подшипник добить на место. Скорее всего, сейчас в дело пойдет какая-нибудь бормашинка. Вот такая вот ситуация. Вот. Но, в принципе, такой бы тоже поездил еще. Итак, после длительных мучений, после работы бормашинкой, разными молотками, ударным инструментом, мне удалось более-менее восстановить кромку так, чтобы подшипник доходил на свое место. Я установил новый подшипник. Очень повезло, что по диаметру посадка не разбита, и внутренняя тоже. Важно соблюдать правильный натяг втулки внутренней, не перебивать, не недобивать.
Иначе это убьет подшипники очень быстро, какие бы хорошие вы их туда не ставили. Очень тонкие моменты. Вот на внешний подшипник на всякий случай добавил немного клея, но здесь можно было и без него. Если подшипник болтается, то это замена колеса. Восстановление теоретически возможно, но практически очень сложно. Скорее всего, на сегодня наш выпуск завершается. Тут будем дальше согласовывать работы. Скорее всего, менять резинки, менять жидкости. В общем, ничего особенного. Обычные какие-то стандартные работы. Всем пока, хорошего вечера и увидимся на мотовесне.